Эра медицины начинается. Доктор Нок. Медицинский Марсельский университет. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Афера доктора Нока 2017 года на французском «Нок». Французская трагикомедия режиссера Лоррейн Леви с Омаром Си в главной роли. Главный герой, мошенник Нок, приезжает в Сен-Марис, где прикидывается лицензированным врачом и начинает лечить людей от придуманных им же болезней. Важно, что хотя Нок и был аферистом, он делал своих клиентов счастливыми и многим реально помог. Закрой рот. Но у тебя есть зубной камень, который говорит, что ты не чистишь зубы. Тебе нужен кариес? Свищ? Абсцесс? Чисти зубы 2 раза в день. Обязательно. Усек, Дидье Лакост? Усек. Браво! Фильм «Афера доктора Нока», актеры и роли. Омар Си, Нок, доктор. Анна Жерардо, Адель, помощница мадам Кук. Алекс Люц, сельский священник. Сабина Азема, мадам Кук, зажиточная фермерша. Паскаль Элбе, Ланский, бандит, которому Нок задолжал деньги. Кристиан Эк, почтальон. Мишель Вюермос, месье Муске, аптекарь. Одри Дана, мадам Муске, жена аптекаря. Эллен Винсан, вдова Понс, инвестор. Андреа Ферриоль, мадам Реми, хозяйка отеля. Николя Марье, доктор Парпале, предшественник Нока. Ив Пиньо, мэр. Кошмар! У вас никто не умер? Никто. Это против моих принципов. Мертвый пациент – потерянный клиент. Тут с доктором не поспоришь. Да, если он вправду доктор. Сочиненная в 1923 году пьеса видного французского писателя Жюля Ромена «Нок» или «Торжество медицины», по которой снят фильм, неоднократно ставилась и экранизировалась. Она до сих пор привлекает внимание, потому что это мрачная и едкая сатира, высмеивающая агрессивную рекламу и дельцов от медицины. В 1951 году на основе романа «Нок» или «Чудеса медицины» Жюля Ромена был уже снят фильм режиссером Ги Лефранком. Съемки фильма «Афера доктора Нока» проходили в Сент-Мартен-ан-Веркор, в Колембье-Левье, а также несколько сцен было снято в морском музее Ля-Рошеля. Лоррейн Леви заняла в этом проекте сразу 2 роли, выступив не только как режиссер, но и как автор сценария ленты. Хороший был мужик Парпале. Вот только доктор хреновый ничего не находил. Чего не находил? Чуть-чуть послушает и сразу такой: да-да, это не страшно, жить будете, попейте ромашку. Думаете, люди платят 40 франков за визит, чтобы получить лекарство за 4 франка? За 4 можно взять что-то поинтересней. Это точно. Фильм «Афера доктора Нока». Сюжет. Франция, 1950-х. Наделав долгов, мелкий мошенник Нок сбегает из родного Марселя на пассажирском судне. Чтобы не платить за билет, он устраивается судовым врачом, хотя ничего не смыслит в медицине. Его первый врачебный опыт оказывается удачным и прибыльным, и Нок осознает, что нашел золотую жилу. 5 лет спустя он с новеньким врачебным дипломом приезжает в сонный городок Сен-Марис и покупает частную практику. Его предшественник, доктор Парпале, едва сводил концы с концами, так что доктору Ноку пришлось срочно исправлять ситуацию. Для начала он познакомился с почтальоном и сделал бесплатные консультации. Наладил связи с аптекарем и совершенно очаровал жителей Сен-Мариса. «Моя задача, — говорит доктор Нок, — придать жизни человека медицинский смысл. Это значит уложить его в кровать и посмотреть, что из этого выйдет». Тем не менее, предприимчивый псевдоврач, называющий всех жителей потенциальными клиентами и запугивающий состоятельных горожан страшными болезнями, придерживается строгого принципа «не навредить». Ситуация, когда клиент всегда мертв, ему не подходит категорически, ведь в таком случае денег от них не получишь. И жизнь вроде уже налаживается, когда Нок неожиданно встречает девушку Адель, в которую сразу же влюбляется, и старого недруга Лански из прошлого, который намеревается рассказать всем местным жителям города правду о ненастоящем докторе. Как справиться с испытаниями очаровательный доктор и что предпримет, когда его помощь действительно потребуется любимой девушке Адель? Я ничего не понимаю. При мне здесь люди были здоровее. Они просто не лечились. Не лечились. Есть разница. Кто-то думает, что все достижения медицины не для провинции. Ошибаетесь. Мы тоже хотим лучшего, и мы имеем на это право. Доктор Нок называет это явление «медицинский щит». Прекрасный французский актер Омар Си, снявшийся в «1+1 неприкасаемый» 2011 года и «Шоколад» 2016 года, бесподобно вжился в роль хитроумного доктора Нока, сделав своей потрясающей игрой трагикомедию необыкновенно захватывающей и увлекательной, ведь ему не впервые играть очаровательных мошенников.
Что ж, у него такие персонажи действительно отлично получаются. Но отдаю должность сценаристам и режиссеру. Фильм очень душевный, добрый и местами веселый. Тема маленького городка и приезжего незнакомца в нем раскрывает секреты горожан и дает возможность Ноку проявить себя как доктора. А еще фильм показывает, каким может стать человек, если он любит. Если вы думаете, что афера доктора Нока следует традиционному шаблону мошеннических историй о плутах в маленьких городках, то вы сильно заблуждаетесь. В финале истории разоблаченный Нок не произносит покаянную речь, а бросает яростные упреки, и извиняться приходится горожанам, которые полностью оправдывают обманщика в белом халате и просят его вернуться. 3000 франков? За эти деньги я куплю 2 поросят и 2 бычков. Да. Грабеж средь бела дня. Да. Вот что мы сделаем. Я вас понаблюдаю. Это почти бесплатно. А вы в это время подумаете о своем здоровье и все решите. Вот это мне подходит. Отчасти нелепость сюжета уравновешивается остроумием картины. В фильме «Афера доктора Нока» немало смешных и уморительных моментов в классическом французском фарсовом стиле. Нынешний герой Омара Си далеко не злодей, даже не шарлатан в негативном понимании этого слова. Его нельзя назвать обаятельным мерзавцем. Он именно что предприимчивый герой, умело подстраивающий под желания социума, почтальона, вечно заливающего несбыточные мечты алкоголем, ориентирует на новую задачу чуть ли не как главного человека города. У владельца гостевого дома, потерявшего мужа на войне, играет на гордости за супруга и ненависти к фрицам. Аптекарю, находящемуся под каблуком у жены, предлагает наконец начать зарабатывать. Высшие интересы, месье Муске, это интересы медицины. Моя задача – придать жизни людей медицинский смысл. Положить их в постель и смотреть, что из этого выйдет. Да. Невротик или диабетик, Да. неважно. Но что-то же выйдет. Доктор. Меня бесят эти так называемые здоровые люди. Вы уж меня простите. Доктор Нок, он не столько врачеватель вымышленных болезней или экстрасенс, подчиняющий своей воле других. Он предприимчивый психолог. Популярность таких докторов на высоте в любые сложные времена. Сатирическая трагикомедия «Афера доктора Нока» 2017 года про очередного великого комбинатора, воплощенного в персонаже Омара Си, получилась потрясающе интересной, наполненной тонким юмором, повсеместными интригами, сопровождающимися грустными нотами трагедии. Впечатление осталось от просмотра довольно двоякое. Фильм очень домашний и милый. Он не особо смешной, хотя комедийные сцены присутствуют. Главный герой хоть и тот еще жулик, но на самом деле очень хороший человек. И вовсе не такой уж аферист, как представляется в начале, когда им была задумана афера доктора Нока. И я работал с вдохновением и страстью, чтобы стать тем, кто я есть. Кто-нибудь из вас может меня упрекнуть, что я не помогал? Не лечил? Не любил?